Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Люда Easy Cook. Если у вас совсем нет времени готовить сырники на завтрак, можно приготовить очень быстро один большой ленивый сырник. По сути, это творожная лепешка на сковороде. Можно добавлять самые разные ягоды и фрукты или изюм. У меня сегодня сырник с замороженной клюквой. Его можно подавать со сметаной, с джемом, с вареньем. И это, безусловно, очень вкусный завтрак или перекус. Для приготовления теста мне понадобится в миску добавляю творог, добавляю кефир. Можно вместо кефира использовать и йогурт. Одно среднее яйцо. Добавляю сахар. Сахар корректируйте по вкусу. Щепотку соли. Растопленное сливочное масло, чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю лопаткой до однородности. При желании всю эту массу можно пробить погружным блендером. Но я люблю, когда в этой лепешке чувствуются кусочки творога. Поэтому просто перемешиваю лопаткой. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Просеиваю муку, но не всю, и разрыхлитель для теста. Муку буду добавлять постепенно. В зависимости от того, какой вы используете творог, муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Я добавляю всю оставшуюся муку. Тесто не должно быть жидким, оно должно быть таким достаточно плотным, но вязким. Готовить лепешку буду на сковороде диаметром 26 см. Слегка смазываю сковородку растительным маслом, без запаха. Излишки масла можно убрать салфеткой. Выкладываю тесто на холодную сковородку и разравниваю. Если вы не хотите готовить эту лепешку на сковороде, можно сделать небольшой творожный пирог в духовке. По желанию в эту лепешку можно добавить любые ягоды и фрукты. Можно использовать и яблоки, и изюм, все, что вы хотите. У меня замороженная клюква. Выкладываю ее сверху. Немного вдавливаю в тесто. Ставлю сковородку на плиту. Я сделала минимальный нагрев. Закрываю сковородку крышкой и готовлю таким образом лепешку примерно 15 минут. Если на крышке образуется много конденсата, ее надо быстро поднять и убрать этот конденсат салфеткой. Сразу снова закрываю. У меня прошло примерно 15 минут. Я немного смотрю, бока лепешечки уже подрумянились. Буду ее переворачивать. Чтобы сделать это проще и чтобы лепешка не сломалась и не прилипла, я накрою ее сверху кусочком пергаментной бумаги и сверху тарелкой. Переворачиваю быстрым движением и сразу же возвращаю лепешку на сковородку. Закрываю крышкой и готовлю еще примерно 5-7 минут. Мой сырник уже готов. Готовность очень легко, посмотрите, проверить, если он хорошо поднялся вот здесь посередине. Ну и, конечно, можно проверить зубочисткой. Плиту выключаю, накрываю сковородку тарелкой и быстро переворачиваю. Снимаю пергаментную бумагу. Вот такая красота получилась. По желанию сырник можно присыпать слегка сверху сахарной пудрой. И сразу горячим подаем его к столу. Сырник получается по-настоящему творожный. В нем видны кусочки творога. Он хорошо пропекся. Быстрый завтрак готов. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.